Всем привет! Сегодня начинается гранд-финал. Мы уже на арене. Погнали смотреть влог. Зовсім немає ніякої нервозності у нас. Ми вже на минулому глобалі стільки нервували. Мені здається, що майбутні всі турніри, які ми будемо грати, у всіх вже імунітет. Ми розуміємо, які задачі перед нами стоять. Ми розуміємо, як себе правильно налаштовувати на ігри, тому переживань жодних немає, я в цьому впевнений. Настроение супер боевое. Выспался. Прям предвкушение гранд-финала бешеное. Нервозности вообще нету. Вообще не помню, когда последний раз была нервозность. Наверное, в Дубае. Но после Дубая вообще перед турнирами нету. Только вот чувство предвкушения. Проблема, которая была в групп-стейдже и винрах, это то, что мы играли слишком пассивно, не было агрессивности. И вот мы пофиксили, стараемся фиксить это, поговорили, и стараемся вот фиксить это разговорами, больше разговаривать во время игр и играть более агрессивно. У нас плани на кожен день одні й ті самі. Ми вже звикли до того, що виграє та команда, яка 3 дні стабільно набирає більше 50, близько до 60 поінтів за день. Тому ми не можемо дозволити собі програти один з днів. Ми будемо з першої гри включатися і намагатися зробити навпаки собі якусь таку подушку безпеки з першого дня і до самого кінця. Хлопці замотивовані, прагнуть до перемоги і будуть докладати всіх зусиль для того, щоб ми виграли цей турнір. Питання, чого в нас центральні споти на всіх мапах, да? Мало команд це розуміє ще поки що, але дійсно центральні споти допомагають тобі швидше розігрувати і займати більш вигідні позиції в кругах. По суті, це просто математика. Якщо ти лутаєш якийсь краєвий спот, то якщо буде в іншій частині мапи круг, то тобі буде дуже важко до нього добратися. А якщо ти в центрі, то тобі приблизно до всіх частин мапи можна добратися одночасно. Тому наша стратегія в тому, щоб підготуватися до того, як грають супротивники навколо нас, щоб ми розуміли, яким таймінгом вони користуються, коли вони роблять ротацію. Ми під це підлаштовуємось і якщо можемо обігнати і зайняти їх позиції, або просто граємо від своїх позицій, які гарантовано наші. Ерангель і Мірамар ми вже давно граємо. Всі знають, що Наві грають з Мінеса і з Снейк Спліта, справа знизу від починок. На минулому турнірі в Малайзії, до речі, якщо ви пам'ятаєте, команда Пентаграм з Кореї, вона контестила нас на Ерангелі. Ми вже там виграли KPI на глобалі 2021 року, ми там обіграли Пентаграм, ми ще Перо там також вбивали. І з того часу у нас є репутація, що ці споти наші, і ми будемо за них файтитися до кінця. This is the PUBG Global Series 2 Grand Finals. Posted in the compound, Uber trying to hold off the back angle. He heard Rod said he's going to try and force him back, and there's simply nothing Theron5 can do in order to try and punish Na'Vi for this push. They see the split, they punish instantly. This is the warm Na'Vi that we warned everyone of. If they get going in Lotus bracket, they might be able to bring it in to the grand finals. Oh, headshot on Spawn as well. Oh, they're also getting vision. Oh, that's a second member down for T5.
There is no way to escape this circle for him right now, as down to just 2 members going to have to retreat, and they are still just locked into the coast. Whenever this ship's away from it, man, that is going to be hellacious. 2 members trying to walk into the circle. Sure, there is some pathing. Again, best of luck trying to stay alive upstairs. I'm loving the repositioning from Na'Vi here. They want it right up points. Don't need to over-aggress. Don't need to go too much out and risk anything on your own. Just set up shop and wait for the kills to come to you. Melman finds the first on Hela. На первом Мирамаре не хватило немного наглости, наверное. Там можно было забрать будку. И в конце уже мы зажали с 2 складов, так сказать. Ну, нам с Мелом можно было получше против Иноникса сыграть, который нас ослепил. И мы просто лежали АФК, и он под это сыграл. Но у нас есть зона, Мел в зоне, все хорошо. Сейчас следующий круг очень важен будет. Если Бестолочь нокнет GNG, Тайлу сыграют на GNG, и мы третьими туда выйдем. Если бы в этот момент 17-е тайлушникам не сыграли в спину, Ваня с Али там умирали бы вдвоем. Down towards the circle, we go as very dead center. Na'Vi and FaZe, 2 of the big teams out of the EMEA, take a fight toward another example. Barely gets over the rock before Corexia is shut down. And this is a symptom of the circle, as now it's going to be FaZe having to contend in with this positioning that Na'Vi is trying to exploit. На Таега зарешало больше всего, наверное, то, что Мел накопал, нас завез в круг, так сказать. И мы забрали, опять же, хорошие позиции для себя, с которых закрыли фейзов, которые зажались. Просто играли в городе с офигенных позиций, и никто нам ничего не смог сделать, пока все дерутся. Но у Али ультимативная позиция, у него на крыше он будет в лите, будет видеть все. А звезда у Али, вот. Это уже последняя зона, она будет именно уже все в центр находиться. Ну, все честно, 1 на 1. Не надо перебегать, пацаны, не надо. Зона у вас. О, хорош. Аля, хорошо, давай. 2 ТЕ ног, по-моему. Боже, какое ТЕ! And Alia with 1 nade lopped on over takes out the entirety of Expendables. And now it is just come apart. 17 Gaming just trying to hold whatever they can, see if maybe they can survive through, but there is nothing that can be. Есть, хорош. Найс. Вот это каточка. На эмоциях на всем можно начать типа в поток войти и потерять структуру. Yep, Gustav trying to pull up here. Alia solo player trying to maintain his position. They have Millman fixed on the other side, but Alia and Millman together stand strong. Слаженно сыграли, не подумали, какие нам позиции надо лучше встать. Из-за этого фейзы подсосались, начали нас дергать, и завязался файт, в которых мы 2 потеряли, а потом уже выживали на максимум. Заканчивая первый день на 1-м и 2-м месте, разделяя это с сониками, это лишь лишняя мотивация для нас выигрывать в дальнейших днях. Ну неплохо, но свои игры отдали. Так что будем играть завтра. Ну, у нас тут рис, курочка под соусом, фруктики, газировочка. Все нормально, ребята. У китайцев свой рацион, там пришли со своими какими-то контейнерами с едой. Вроде ничего особенного, там рис, раздельное питание, типа боула такого. Но на заметку возьмем. Татакаэ! Вот это, знаешь? Что это значит, Вань?
Прекрати, пожалуйста. Только что порвал... Как это называется? Карты лутспотов на 3 мапах. Они не актуальны? Ну, во-первых, команды многие скидывают свои позиции, куда они будут высаживаться перед каждой стадией турнира. Но на деле потом альтернативные... В смысле скидывают? Ну, они в Дискорде делятся информацией о том, куда бы они якобы хотели бы падать. Вот, то есть их намерения. Это ни к чему не обязывает, это ничего не значит, но такая практика в PUBG существует. И, ну, мое личное мнение, я всегда говорил, что на самом деле это надо убирать, и должна быть full аналитика того, как ты падал в своем регионе, куда ты упадешь. То есть нет смысла делать поблажки другим противникам, показывая то, куда ты будешь падать. Просто вы не скидываете его, да? Скидываем, когда боимся хот-дропа. Значит, всегда. Да нет, но дело в том, что просто PUBG еще не дорос до того уровня, что у команды есть больше одного лутспота. Редко бывает такое, что у команды там 2-3. И в основном, если даже такое есть, то это какие-то краевые споты. У команды они не наиграны хорошо. Поэтому пока PUBG не дошел до той стадии развития, когда любая команда может упасть там 3-4 места, и есть смысл там предиктить, как-то от этого отыгрывать. Аля, как тебя настроить? После слов тренера, блин. Только... Ваня, что можешь добавить? Я не знаю, мне массаж сделали, я готов разрывать. Especially with the good utility usage out of Tyloo to push PO out of position and actually get the knock and flush out of it. But look, Mel is gonna see this! Третья игра, сделали хорошую ротацию, заехали, забрали позицию с лесом, захотели забрать еще больше. В итоге Аля побежал в сторону следующего кемпа, думая, что там фри, и просто наткнулся на человека, который ждал его за деревом АФК. Убивают Алю, мы остаемся втроем, и уже не получается играть так агрессивно, как бы хотелось. В итоге мы просто двигаемся с кругом вперед, типа, не закрываем никого, потому что там сложная позиция для закрытия втроем. Очень много команд вокруг, мы просто бежим вперед, выживаем и стараемся просто из уже позиции как-то принять этих челов. В итоге там набиваем 4 килла, занимаем, или 3 килла, забираем топ-4 и все. То есть было бы нас 4, игра была бы, я думаю, намного лучше. Все должны сейчас жестко включиться по расколу первых 3 кругов. Это очень важно сейчас. Сейчас это самое важное. Just been so solid for them as he's able to save Example here, and yeah, he's gonna be able to stall this, and that is it. No, but did they get the flush? Walks Example into it. is 1 HP. 1 HP. He's gonna see if maybe he can get some shots. They're gonna walk right up front of him. He manages to get one. Can he at least get a flush out of it? He does. Зов нормальный вектор, там по рельефу так идти. Файтиться надо будет, но это хотя бы реалистично. Вот заправку сейчас надо, чтобы пацаны забрали, если что. You can see that there's a lot of knocks. That's Molotov's going to go ahead and finish that one out. And now Uba, can he do it yet again? We've seen some massive... Второй день мы начали с того, что у нас не пошла игра, прям умереть в машине очень обидно. Как-то пошло все по накатанной, мы что-то с этим никак не могли справиться. Во второй игре сделали эту агрессию и стало только еще хуже. Общая ошибка то, что не смогли поймать кураж игры с первых игр, а дальше и дальше не смогли включиться. Основная ошибка. Слишком они повлияли на нас в первые игры. Их трое было или 4? Трое. Их было трое. Правильный кол был. Просто реализация. Один смог на дверь, второй целит окно и все. Но у Соников и у Твисов теперь где-то около 110. У Твисов 110, у Соников то ли столько же, то ли чуть-чуть больше. 103.
Характеризуй каждого игрока одним словом. Так, ну, Аля – это настроение. Ваня – это опыт. Костя – это энциклопедия. И Тёма – это тишина. 1000 cube, you make you stronger. Я не буду петь это на камеру. Добро пожаловать в зоопарк. Перед вами специальный вид, особенный. Капитан Натус Винцера Константин Левкини. Вид необыкновенный. Отличается этот вид сообразительностью, находчивостью и хорошим чувством юмора. Сегодня самое важное. Это моральный настрой относиться к этому дню, как к обычному дню, абсолютно, как будто мы пришли, типа, ну, играть скримы, и просто вот нужно, типа, на максимальной самоотдаче четко сыграть так, как мы умеем. Мы играем, мы знаем, на что мы способны, нам просто нужно хороший старт и дальше по сноуболу пойти. Может быть старт хороший, может быть плохой. Мы должны быть готовы ко всем сценариям. By. Oh, this could be a problem, but that hillside should provide some safety. They might actually... Я думаю, что на самом деле первые две игры очень сильно повлияли, потому что две игры не пошло, и все, и как будто уже надежда там на все, на результат потеряна, хотя нет, там можно было бороться спокойно даже за третье место. Проблемы первых игр всегда в том, что включается режим боязни, неуверенности с первых игр. И на супер простых моментах, где нужно там вдвоем агрессивно выйти и сыграть, либо поехать агрессивно задрайвбайтить. Вот. Мы выбираем более пассивный отыгрыш, пассивное принятие решений, там скипнуть, захолдиться, переждать, избежать столкновения и так далее. Вот. И выходит так, что за первые там две игры большинство команд, наоборот, участвуют в этих файтах, столкновениях, убивают других, набираются уверенности, уровень давления с них падает, они раскрываются и начинают играть дальше. Мы же, наоборот, из-за этих пассивных движений все больше и больше начинаем играть пассивно, хотя осознаем, что пассивная игра, она не приводит ни к чему. По моему мнению, решающим на этом турнире стали факторы командного взаимодействия вне игры за счет отсутствия просто банальной командной слаженности, поддержки друг друга и так далее. Пришлось справляться с накапливаемым негативом каждому самостоятельно. Речи мои не помогли, мотивационные. Вот. Я часто говорю, что в состояние тильта нельзя попадать, потому что выйти из него в десятки раз сложнее, чем контролировать свое самочувствие и сопротивляться, чтобы не впасть в тильт. Вот. Поэтому после нескольких игр, несмотря на то, что ментально готовились к тому, что старт может быть плохой, все равно нужно будет играть до конца, не справились с этим ментальным давлением, и это было ключевым фактором такого результата. Это течение есть, которое типа тебя оно слабенькое, но оно тебя уносит, и все, и ты выбраться уже оттуда не можешь. Вот примерно так же вот да, это происходит. Зыбучие пески, которые, если тебя засосало, то выбраться оттуда ничто уже не поможет. Больше всего, конечно, расстроился Ваня. В принципе, я думаю, это понятно и ему, и всем. Вот. И это расстройство там сразу цепляет Артема.
по ощущениям. Саша над менталкой работал последние года активно, и это дает свои плоды, но когда в команде уже 50%, например, уплыло, да, то тяжело не поддаться этому течению, да. Вот. Единственный человек, который, мне кажется, все игры и весь турнир просто абсолютно точно как камень, это наш капитан Костя. Молодец. Вот. Он просто действительно справился максимально, у него был максимально правильный настрой, правильные мысли, он пересобирал себя, он игнорировал настроение других тиммейтов и даже где-то пытался тянуть за собой других, поэтому Костя молодец в этом плане. Но с учетом результата остается только рефлексировать, и я буду детально анализировать соников, победителей этого турнира, чему мы можем научиться у них. И буду думать над тем, как исправить те проблемы, которые у нас есть в команде. Наверное, первый раз хочу извиниться перед нашими фанатами. Я знаю, как за нас болеют в чатах, чат Телеграма, комментарии на Ютубе, чат Твича. За нас болеют всегда до самого конца. Как бы плохо и как бы хорошо бы мы ни играли. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что в будущем результаты будут лучше. Мы обязательно будем работать над этим. И спасибо вам за поддержку, как всегда. Наверное, это вот первый турнир, за который прям стыдно за такой провал просто.